many days in a row you can do something positive. И можете наблюдать, сколько дней подряд в неделю или в месяц вы можете делать что-то позитивное. This is my point. Stop being so mental. Я все время пытаюсь сказать, хватит быть уже... We need action. Хватит просто думать и размышлять. Keep a record of your actions. Начните что-то делать, записывайте ваши действия. Did I say something inspiring today to someone? Сказал ли я что-то вдохновляющее сегодня кому-то? Did I avoid being negative? Я постарался не быть сегодня негативным по отношению. Keep a record of this. Записывайте это. If you're serious, you do that. Ведите список, если вы серьезно, вы будете это делать. Behavioral scientists say that it takes about minimum 30 days of doing something day after day after day in order for a habit to start to form. У ученых, которые делают исследования по вырабатыванию привычек, говорят, что требуется минимум 30 дней для того, чтобы привычка могла выработаться, если вы ее делаете изо дня в день и постоянно. Did you know that? Знали об этом? Yes. So why not do that to develop devotional habits? И поэтому почему бы это не делать, чтобы развить духовные привычки? Make a plan. For 30 days in a row, I will measure if I say something nice to my husband. Например, делайте заметки, что 30 дней я говорила что-то хорошее моему мужу. And then sustain that. И потом продолжайте. And keep a record. И ведите учет. It's very practical, yes? Это очень практично, не правда ли? It's not being mental. Это не то, что вы там в уме себе что-то воображаете. It's changing behavior. Это изменение поведения. I hope you all can understand that. Я надеюсь, что вы все сможете понять это. If you want to change, then monitor the behavior day by day. Если вы хотите изменений, вы должны сами делать такой обзор своего собственного поведения тем, что вы это записываете и потом оцениваете, анализируете. If you don't want to change, you'll just say, "Oh, I believe I want to change," and then that's all you'll do. Если вы просто если вы не хотите меняться, вы просто говорите, я верю, что я хочу поменяться, и все. Вы просто сказали, ничего не делаете. Yes, someone knows there are some apps available in Russian that you can track your habit-forming behavior. Вы знали, что, наверное, в России у вас тоже есть такие мобильные приложения, где вы видите, как может формироваться привычка, меняться привычка, есть такие программки. No one knows. Никто не знает? Yes. Yes. They exist. So you should inform devotees. Так, вам надо проинформировать всех преданных. It comes easy then. Потом все легче становится. Every day I want to give quality attention to chanting. Например, каждый день я хочу найти время для внимательного повторения круга. And then you keep track of that. И потом вы ведете учет. Not simply, I believe that I want to chant better. Я верю, что у меня получится воспевать лучше. I feel like I want to chant better. Я чувствую, что я могу воспевать лучше. Keep a record of your efforts. Ну-ка, ведите учет этих ваших попыток. I want to avoid being negative to devotees. Я не хочу быть негативным по отношению к преданным. Keep a record. Ведите учет. And gradually the good habits will form. Постепенно хорошая привычка станет реальностью. You'll see that bhakti is so practical. Вы увидите, что бхакти это очень практично. Вы излучаете огромную любовь. Расскажите, как этому научиться? Вы излучаете огромную любовь, расскажите, как этому научиться. Так? Да. Так? You are effulging a great love. Please teach us how to do the same. How is it possible? How do you do this? You want to know the secret? Хотите секрет? Да. Yes. You repeat after me. Повторяйте за мной. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I thank you for your vision. I thank you for your vision. Я благодарю вас за ваше видение. Beauty is in the eyes of the one who's seeing. И красота это в глазах того, кто видит. You say, I look effulgent. Если вы говорите, что я сияющий, But I don't feel effulgent. я не чувствую себя I сияющим. feel that, oh,
I wish I could please my spiritual master more. Я лишь думаю о том, как удовлетворить своего духовного учителя больше. Whatever I've done is not enough. И все, что я сделал, недостаточно до сих пор. That's how I feel. Это то, как я себя чувствую. And I'm amongst such sincere И devotees. я вокруг, меня окружают очень искренние преданные. There'll be much better devotees than me. И будут и есть лучше преданные, чем я. That's how I feel. Это то, как я чувствую. Ladies? Ladies' turn. No questions? Нет вопросов? Everyone's shy. Last time that we'll see each other for a while physically. Последний раз сейчас мы видимся физически, на какое-то время это общение прервется. Hopefully we'll all be in each other's hearts. Я надеюсь, что мы останемся друг другу в сердцах. No, you had. Вы уже задавали вопрос. Вы сейчас девушек спрашиваете. I'm just making sure the ladies are happy. Я пытаюсь убедиться, что все матушки удовлетворены, что все удовлетворены. Okay. Гурудев, я хотела узнать, можно ли преданным, которые прям в сильной депрессии, но практикуют давно и не хотят увеличивать количество кругов, рекомендовать, чтобы что-то материальное хотя бы их вдохновило, зацепиться вот за эту за страсть сначала, чтобы вытащить из невежества. Я хочу узнать, если преданные, которые в депрессии и повторяют только 16 Которые кругов, давно уже, и уже давно практикуют, если можно им порекомендовать что-то, допустим, материальное, чтобы они хотя бы немножко в страсти их зацепило, чтобы они стали более активными, да? Ну, чтобы хоть чуть-чуть ожили. Чтобы они ожили. The question is about the older devotees who are in depression and they are just chanting their 16 rounds but not active at all. Can we recommend them something material that can engage them in some a bit more passionate activity so they get out of this depression stage? Is it They have some disease. это связано с какой-то болезнью? Depression, mental depression is a Потому disease. что депрессия это также болезнь, психическое заболевание. Ну, у кого-то кто-то умер. Somebody had some death experience with their relatives, like close ones, for Кто-то example. по жизни рассеянный. Someone is just not focused generally in life, not focused У at кого-то all. с родственником проблемы. Devotees should try to inspire such persons. That's all you can do. Преданные должны попытаться вдохновить такую личность, это все, что вы можете сделать. They need devotee association. Им нужно общение с преданными. You can't live their life for them. Вы не сможете жить жизнь за них, это точно. That's something that doing this service, someone doing this service of having disciples has to learn. Это кто-то, кто делает служение. Someone who is doing the service of initiating disciples Кто-то, кто делает служение несурой преданных, has to learn that as much as you love them, you can't live their life. то он должен научиться особенно этому, что несмотря на ту глубокую любовь, которую он испытывает каждому из них, он не может прожить жизнь за них. I guess mothers have to learn that also. И я думаю, что матери тоже должны научиться такому же подходу. So give inspiring association to these devotees who are having problems. Поэтому дайте вдохновляющее общение тем преданным, кто испытывает проблемы. But ultimately everyone has to help themselves. Но в конечном счете все должны помочь, каждый должен помочь самому себе. You do your best, but as the saying goes, you can lead a horse to the water, you can't make the horse drink. Ну, поэтому вы попробуйте, что можете сделать, но, как говорится в этой пословице, что можете привести коня к водопою, но пить вместо него вы не можете. I keep thinking, you can ask your wife if she minds if I tell her the famous story. И если я могу рассказать эту историю, знаменитую историю вашей супруги, которую You can ask her. вы ее спросите. Может хорошо сказать эту It's историю? funny, yeah. Она смешная. What did she say? Okay, you can say. It's inspiring. Но она вдохновляющая же, правда, эта история?
because she's such a wonderful devotee. На самом деле, потому что она такая замечательная преданная. Whole family. На самом деле, не она, а вся семья замечательная. So sometimes it happens to mothers that they don't complete their rounds. И такое бывает, что у матерей, ну, когда мамы очень много служат детям, они могут такое произойти, что они не могут дочитать свои круги. So when I found out, И вот я об этом узнал. and so I decided to speak to her И я решил с ней поговорить. many years ago. Это было очень-очень давно. And so I mentioned something. И я кое-что сказал. Huge explosion. Взрыв произошел. I think the explosion lasted 24 hours, right? Возможно, 24 часа был взрыв. Who does he think he is? Что такое? Кто такой вообще? Что с ним? Then after the huge explosion, После вот этого большого взрыва she started chanting all around она again. начала все свои круги снова повторять. So what should I have done? Should I have said something or not say anything? И что же я должен был сделать? Ничего не говорить или все-таки должен был что-то сказать? Must have said something. But I took a risk. Ну, это было рискованно. I thought I was finished. Я думал, что меня сейчас испепелят. Очень рискованно. Huh? Очень рискованно. Very risky. He was just watching, keeping quiet. Он просто наблюдал со стороны. Letting me get all the blame. То есть на меня все вина свалилась. But then I think she realized I really cared for her. Но на самом деле я думаю, что она потом сразу же поняла, что это проявление заботы. I was trying to be her servant. И я попытался послужить ей таким образом. And I was envious. На самом деле я даже завидовал. She became a devotee when she was, 14? Она стала преданной, когда ей было 14 лет. 14. So I actually just did it out of envy. И я просто вот из-за зависти так поступил. Why she became a devotee when she's 14 and me not until I was 21? Почему она стала преданной, когда ей было 14, а я аж 21 год? So I have to confess my real motive. Поэтому вот я вам признал своих истинных мотивов. I was simply envious of her. Я просто вам завидовал. All you can do is try your best to help others. Все, что мы можем сделать, это сделать что-то, как вот самую лучшую попытку со своей стороны, чтобы помочь другим. We're trying to make new people devotees, but what about the devotees we already have? Мы пытаемся сделать новых преданных, но что по поводу преданных, которые уже есть, которые вокруг нас? What about that? А что с ними? Oh, we only act in an inspiring way to new devotees. Мы только являемся вдохновением для новеньких. We have to nourish the devotees that we already have. Мы должны подпитывать преданных, которые уже вокруг нас. And people will be attracted to such an inspiring association. И тогда сами люди замечают вокруг, они очень вдохновятся таким поведением, таким общением. Now make his question compact. He speaks. Он очень так поэмоционный рассказ, поэтому сфокусируйтесь. Как можно быть, как лучше развивать самостоятельность, при этом избегать независимость? Может показаться, что это как будто бы противоположные вещи, самостоятельность и независимость. Может быть, что-то важнее сначала там, независимость убрать, там, или начать сначала быть самостоятельным. How to become independent and not to avoid interdependence. Because it can seem that one is different from the other. This question is too general for me to Это answer. слишком общий вопрос. You may know what you mean, but you're not communicating. Может быть, вы сейчас знаете, что вы имеете в виду, но я не совсем еще So уловил. you think about it. Вы об этом подумайте, How to be more specific. как Yes. более специфично в этом вопросе. Гуру
дальше я хотел знать, что значит внимательно воспевать Святой День. I would like to know what does it mean to chant attentively holy name. Is it so difficult to understand? Неужели это так сложно понять? Do you know how to give your attention to something? Вы знаете, у вас есть такой опыт, когда вы кому-то пытаетесь уделить качественное время или внимательно с кем-то поговорить? You're a married man? Вы же женаты? You know how to pay attention to what your wife says? Вы внимательны к тому, что ваша жена вам говорит? Но иногда бывает. Sometimes. And when you don't, you suffer, yes? Но когда вы так не делаете, вы же страдаете за это поступок, когда вы не внимательны, пренебрежительны. Бывает. Yes, it happens. So, Так. you have to focus То есть нужно on what the сфокусироваться, person's saying. что говорит вам человек. So similarly, when you chant, you focus И on Krishna's name. абсолютно таким же образом, когда вы повторяете то имя, вы фокусируетесь на том, что вы слышите, на звуке. It takes practice. И для этого нужна практика. Just like it probably took you some years, some decades even, to listen carefully what your wife is saying. Может быть, действительно шли годы, а то и десятилетия, чтобы научиться слушать свою супругу. Yes? How many decades? Сколько десятилетий ушло? Какое-то время ушло. А? Большое время ушло, чтобы так понять и слушать. A lot of time. Yes. Because you're a man. Но вы же мужчина, поэтому так. And you had to practice. Но у вас была практика. Yes. What would you like to speak about? Да? О чем ты хочешь поговорить? I'm giving you quality time. Я сейчас хочу уделить тебе качественное время. I'm listening to every word. Я каждое слово твое слушаюсь. Then things became better, right? Потом стало все получше после такой беседы. So, why not chant like that? Почему бы нам также не воспевать? У меня просто был такой... I'm giving a practical example. Я даю практичный пример. Because sometimes we make things so difficult unnecessarily. Все усложняем у себя в голове. Но совершенно нет необходимости. We can ask Hasirasa. Можете Хасирасу мансу спросить. You know when your husband's listening to you, right? Вы знаете, когда ваш муж вас слушает, правда же? And when he's not, И right? когда он не слушает, тоже знаете. Oh, he always listens. Или он всегда слушает. Он меня научил вовремя говорить. He taught me when is the right time to speak. And at that right time, he gives a quality time, yes? В это время он дает вам качественное слушание, правильно? So we need a right time for chanting at least 16 rounds. И вот нам тоже нужно правильное время для воспевания 16 кругов. Хотя бы 16. And we make that a quality time. И мы из этого делаем очень качественное время. I keep using these everyday examples to show you it. You don't have to make it such a big, complicated thing. Я пытаюсь все время вам эти примеры, простые жизненные, житейские примеры давать, чтобы вы поняли, что это не какая-то большая наука, это не что-то сложное. Oh, how do I chant with attention? Ох, как же мне воспевать свою молитву. Turn off the TV, get off of Facebook or whatever. Выключите телевизор, Social media. закройте социальные сети. Give quality time to the holy name. Дайте качественное время святому имени. Day after day after day. И так делайте за дня в день. So let's not make it so lofty and unattainable. Не делайте это каким-то таким безграничным, где-то вообще очень недоступным. Every day you're being personal, Каждый день вы личности, вы личностно whether общаетесь. out of love or by necessity. Иногда это из любви, иногда это из нужды. Why can't we do that for Krishna? Почему к Кришне так нельзя относиться? I think we have this notion that, oh, Krishna already has everything. Может быть, из-за того, что мы так размышляем, что да, Кришне так все уже есть. He doesn't really need anything from me. Ему же ничего от меня-то не нужно. Krishna doesn't need me to pay attention to chanting. Поэтому ему и не нужно, чтобы я как-то внимательно повторял его имя. I think we have that notion in our mind. Может быть, из-за этого какого такого размышления в уме так происходит. It's true, Krishna is self-sufficient, but he is unlimited, and he wants to share his unlimitedness with you. Это правда, что он действительно самоудовлетворенный полностью и
как бы в этом смысле независимый, но он так как он безграничен, его желание также безгранично, чтобы вы были все с ним. I guess it's not easy to really understand that bhakti is a personal process. И, возможно, сложно понять, что бхакти это очень личностный процесс. Everything in it is personal. Все абсолютно в нем личностно. That's maybe too intimidating. Может быть, это страшно, я не знаю. Когда уходит желание, если уходит очень много желаний, уходит, такой страх возникает. Что делать? Когда желания уходят, Да. when many desires are disappearing, there is a fear. I'm fearful what will happen. I'm losing my desires. Your material desire? Вы имеете в виду материальное желание? Да. То есть Congratulations. Ура, поздравляю вас. The super soul in your heart is helping you to forget material desires. Душа в вашем сердце помогает вам забыть эти материальные желания. So be very grateful. Поэтому за это надо быть очень благодарным. You know the story of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Знаете эту историю Шри Чайтаньи Махапрабху? One ritualistic brahmana was very angry at him Один ритуалистичный браман был очень зол на него. because this ritualistic or external brahmana couldn't come to the intimate kirtans at the house of Srivas Thakur. Потому что этого ритуалистичного брамана не пускали в дом Шривас Такуру, чтобы воспевать святые имена. So he decided to curse Lord Chaitanya. И он решил проклясть Господа Чайтанью. When he met him on the street, Когда он встретил его на улице, he took out his Brahmin stem because that's the way you would curse. он взял свой браманский шнур, потому что так проклинают. And he broke his Brahmin thread because that's how a Brahmana would make a curse. И он так разорвал его публично. I curse you that you will never experience material happiness. И он сказал: я проклинаю тебя, ты никогда не испытаешь материального счастья. Lord Chaitanya began to dance in ecstasy. Господь Чайтанья начал танцевать в экстазе. That sounds too scary for you. Звучит, может быть, слишком страшно, я не знаю. Он испугался. Why did he dance in ecstasy? Because he knows material happiness is so insignificant. Почему он танцевал в экстазе? Потому что он знает, что все это материальное счастье, оно абсолютно незначительно. Compared to the ocean of prema. Особенно если сравнить его с океаном Према. We're meant to become lovers of Krishna. Мы должны стать теми, кто любит Кришну, его возлюбленными. One impediment is this unconscious impersonalism that we have. И одной препятствием является это бессознательное или подсознательное имперсонализм, который у нас есть. It shows up in our family dealings, in our dealings among devotees. Он проявляется как между нашими родственниками, семьей или даже между преданными. This unconscious impersonalism shows up in our chanting. Это также проявляется в нашем воспевании. Я хотела просить Гуру Махараджа рассказать пару слов хотя бы о его проектах за рубежом.